В галактических полях битвы нам дают поиграть в 5 кампаний, состоящих из нескольких миссий. За боевого дроида ООМ-9 и его подчинение Набу, босс Нас и свобода Набу, поиски мятежников самым грозным ситхом вселенной Дартом Вейдером, а также за принцессу Лею и альянс мятежников, противоборствующих Дарту Вейдеру, и в конце концов Чубаку и освобождение его народа на Кашейке. Как же тут обойтись можно было без Хана Соло? Давайте теперь разберем несколько кампаний, в том числе и в дополнение атака клонов. Начнем мы, пожалуй, с Конфедерации независимых систем, первая миссия которой мы, играя за Северен Стан, сильного ситха и первой ученицы графа Дуку, создать армию дроидов на космической станции. Вот что говорит граф Дуку, второе имя которого Дарт Тиранус Дарту Сидиусу. «Я почувствовал ее могущество. Мы должны держать ее близко». В другой миссии мы должны штурмовать базу врага и уничтожить их космопорт, а в следующей мы будем захватывать супероружие под названием Опустошители. Все задания имеют свои нюансы и правила. Многие миссии — это предыстория до событий оригинальных фильмов. В другой миссии мы должны штурмовать базу врага и уничтожить их космопорт, а в следующей мы будем захватывать супероружие под названием Опустошители. Все задания имеют свои нюансы и правила. Многие миссии — это предыстория до событий оригинальных фильмов. Все это сопровождается голосовыми сообщениями, немного поясняющими сюжет игры, и небольшими вставками, именно вставками, а не кат-сценами, что является как плюсом, так и минусом, так как в том же третьем Варкрафте было много знаменитых кат-сцен, но все-таки в данном проекте много интересного, особенно для тех, кто любит данную вселенную. Давайте теперь рассмотрим экономическую сторону игры. Первым делом надо найти бантов или нерфов, животных, приносящих вам пассивную пищу. Ведь еда требуется здесь на каждом шагу. Тут существует 4 типа ресурсов: углерод, еда, кристаллы нова и руда. Каждый из них нужен в создании юнитов или постройке зданий. Создаем как минимум 20 рабочих в вашем главном здании, командном центре, в котором также можно повысить уровни технологий. Так как вам необходимо добавить все эти 4 ресурса, строить военные и защитные здания, а также вам нужно их чинить. Одних посылаем сосать горы, вторых резать кристаллы нова, третьих добывать руду, которая является дефицитным товаром в общем-то, и в-четвертых добывать еду из контейнеров, ловить рыбу, убивать животных, либо создав для этого всего ферму. Чтобы пассивно получить кристаллы нова, ваш джедай, а в нашем случае ситх, подбирает этот артефакт и приносит в храм тех или других. И последний пункт в экономике. Когда мы с вами построим космопорт, который предназначен для торговли, мы продаем ненужные товары, а это еда после всех исследований и углерод как самый распространенный. Получаем кристаллы нова, которые мы конвертируем в руду. Чем больше мы продаем, тем меньше цена. Иногда цены вас могут ой как не радовать. Никто не хотел бы продавать себе практически в убыток. Прям как ситуация с нефтью. Сейчас можно поговорить об атаке и обороне. В некоторых миссиях, имея большое количество ресурсов, мы можем построить крейсеры, различные по внешнему виду, но одинаковые по своей сути. Если мало противоракетных комплексов у врага, то вперед создавать флот из нескольких крейсеров и истребителей с бомбардировщиками, уничтожая все на своем пути. Но будьте осторожны. Солдаты, крепости, ракетные установки, наземные и передвижные быстро убьют ваши корабли, даже не моргнув сенсорами. Для атаки и разведки создаем группу маленьких мехов для борьбы с пехотой врага, как и обычных стрелков, всадников, уничтожающих быстро здания, и гренадеров, кидающих гранаты. Все единицы пехоты и техники можно улучшать до определенного уровня. Каждый юнит обладает своим типом урона и своим типом брони. Очень похоже на механику Доты, и это в 2001 году. Хоть запрограммировать это довольно-таки несложно. Еще раз копил Valve. Основная моя стратегия заключается в постройке на 2-3 основных направлениях крепостей, в которые я сажу около 12 улучшенных солдат, увеличивающих ее урон, для защиты сухопутных границ, водных границ и воздушного пространства. Затем строю генератор щита, прямо как на Эридене, и силовой щит для их энергии. А также крепость видит невидимых юнитов, хоть их и мало, но ведь это очень полезно. После чего, укрепившись на месте, посылаем пехоту для охраны следующего направления, для того чтобы рабочие смогли построить точку обороны. И так продвигаемся дальше и дальше, захватываем преимущество на карте в экономическом плане и стратегическом тоже, особенно если несколько противников.
И особенно мне нравится приятная графика, неприхотливые системные требования, прям как и у Героев 3, в которые до сих пор играют. Анимации, спрайты и особенно озвучка. Как солдат говорит «Yes, sir». Памел в это время утюжит здание, а Дарт Вейдер шипит вам в уши. Все это создает свою атмосферу погружения, что очень важно для игры. Не все игры это могут, даже современные. Осталось подвести итог вышесказанного. Пускай игра 2001 года, но для любителей Age of Empires, ведь ее создали Ensemble, а также любителям Звездных войн и даже тем, кто любит что-то новое, она зайдет на ура. Качественная стратегия в реальном времени, со своими механиками. Ставлю данной игре оценку 8 из 10. Подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И ставь лайк, если обзор был полезным для тебя. До встречи!